Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу приготовить говяжьи ребрышки. Ребрышки буду готовить в казане. Для того, чтобы приготовить ребрышки, мне нужно в первую очередь подготовить ребрышки. Нужно предварительно замариновать. К ребрам добавляю соль, чайную ложку полную соли положу. Я думаю, этого нам будет достаточно. Как нам без черного перчика? Пол чайной ложечки черного перчика. И хочу добавить приправу для шашлыка. Я очень люблю эту приправу. Здесь практически все есть для мяса. Одну чайную ложку без верха положу. И свою приправу дощида. Пол чайной ложечки. Этого нам будет достаточно. Все это смешаем, размешаем, замешаем, чтобы специи равномерно распределились по каждому кусочку. Можно с картошкой приготовить, а можно без картошки приготовить. Буду с картошечкой готовить. В этом блюде у меня любят картошечку. Что-то, знаете, такое среднее между азербайджанским бузбашем, мясом по-казахски, между жаркое. Убираем мясо в сторонку, займусь овощами. Мне муж сегодня помогает, он нарезает лук. Лук такой остренький. Нарезает лук. Луком занимается он. Начнем собирать наше блюдо. Тут я, буквально, может быть, ложки 2 маслица налила. Конечно, желательно жир положить. Или говяжий, или курдючный жир положить. Но у меня в семье не очень приветствует это, поэтому не буду. Налила немножечко маслица. На донышко застелю немного лука. Прям щепоточку соли на лук. Слегка припудрю черным перчиком. Теперь закладываю сами ребрышки. Укладываем. Сын зашел на кухню, увидел, чем я занимаюсь, ужин готовлю. На рынке взял вот такие хрящики. Это для него деликатес. Погрызть он вот такие хрящики любит. Раз хочет, приготовлю, тоже закину. Этим мы блюдо не испортим. Будет вкусно по-любому. Уложили. Теперь сверху еще положу слой лука, слегка вот так помну. Могу положить пару лаврушечек. Тоже будет вкусненько. Пару головок чеснока положу. И остатки мяса положу. Положу парочку болгарского перчика. Смотрите, какой перчик у меня есть. Стручковый перчик. Он такой средней остроты, дунганский перчик. Он ароматнее, чем болгарский перчик. Болгарский ароматно, а этот еще ароматнее. Думаю, на этом этапе закладывать лук. Слегка сейчас вот так вот помну его. И весь лук отправлю наверх. Не бойтесь, много не будет. Будет очень вкусненько. Перемещаем казан на плиту. Включаем газ. Лук слегка сверху присолю. Прям совсем чуть-чуть черного перчика. Поставила казан на большой огонь. Как только он забулькает, огонь убавлю чуть ниже среднего. И буду готовить часа полтора так. Все, у меня забулькало. Убавляю огонь чуть ниже среднего. Вытащила с казана перчик, чесночок. И я не люблю, чтобы чеснок слишком мягкий был. Буду закладывать картофель. Прежде чем заложить картофель, хочу его подсолить слегка. Картошка много соли не берет. Чуть больше чайной ложки соли положу. Немножечко черного перчика положу. Чуть-чуть паприки положу. Хочу еще положить немножко прованских трав. Прям чуть-чуть. Все это смешиваем. Пусть равномерно распределится. Заложили морковочку. Буду закладывать картошечку. Бульончик попробуем на соль. Закладываю. Это будет очень вкусненько. Крышку накрываем и готовим до полной готовности картошечки. Проверим на готовность картошку. Ой, прекрасно, все готово. Выключаю казан. Будем набирать. Будем выкладывать на блюдо. Так, лаврушечку убираем. Свое дело сделала.
Посмотрите, какое блюдо мы сегодня с вами приготовили. Блюдо, которое радует глаз. Это блюдо очень вкусное. Картошка тает во рту. Мясо тоже тает во рту. Это мясо можно кушать губами. Это блюдо готовилось почти 3 часа. Рекомендую приготовить по этому рецепту. Готовится просто. Овощи, пожалуйста, каких хотите, кладите. Чем-то это блюдо напоминает думгаму, чем-то напоминает бозбаш, напоминает жаркое. Как бы это блюдо ни называлось, я даже не знаю, как это блюдо называется. Как бы оно ни называлось, оно по-любому очень и очень вкусное. Попробуйте приготовить хоть раз. Желаю вам на вашей кухне вкусных, удачных рецептов. Готовьте с удовольствием, кушайте тоже с удовольствием, кушайте вкусненько. Всем приятного аппетита. Мои уже заждались, поэтому я закругляюсь. До следующего видео. Пока-пока.